Our family is lost forever. I still grieve my wife and son. Do not expect me to forget. I would not choose to become my enemy. Get over here! Having is not the same as having lost. We choose death before dishonor. For the Shirai Ryu, you die. Всем привет, с вами Легендас, и это новое видео. После того, как я прошел и снял видео на прохождение 200-й битвы фатального уровня сложности, мне очень часто писали в комментариях, чтобы я поделился тактикой на прохождение 180-й битвы. А также я хотел выразить свою благодарность англоязычному ютуберу Star and Sky, который поделился моим видео и рассказал о моей тактике своей аудитории. Я очень рад, что у меня есть такие замечательные друзья, которые поддерживают мой YouTube канал. Ну а мы начинаем. Ну а перед тем, как начать это видео, я хотел бы поблагодарить своих спонсоров, которые помогают и поддерживают мой YouTube канал. А если ты также захочешь стать спонсором или помочь моему YouTube каналу, ты это сможешь сделать на сервисе Boosty, где, став моим подписчиком, ты будешь получать эксклюзивный контент, который не будет выходить на YouTube канале, а также сможешь получать дополнительные бонусы в виде доступа в закрытый чат Discord и упоминания в ролике как спонсор. Ссылку на сервис Boosty можно будет найти в описании к видео. Перед тем, как я начну рассказывать вам тактику на 180-ю битву, я расскажу вам немного о талантах, которые использовал в данном бою. Первый талант, который имеет важное значение – талант точность, который увеличивает шанс на завершающие комбо-удары, которые помогают нам накапливать дополнительную энергию от завершающих комбо-ударов, а также дополнительно наносить урон. Но в данной битве я буду использовать талант техника метки смерти, и данный талант значительно повышает срабатывание данного эффекта. Поэтому в этой битве этот талант очень важен для нас. Следующий талант — Опека Линквей. Он является проходным, и в нашем случае мы его прокачиваем на 1 единицу для того, чтобы открыть следующий тир. Следующий талант — Тренировка Черного Дракона, которую мы прокачиваем на 4 единицы, так как у нас не хватает очков талантов для того, чтобы прокачать данный талант на максимум. Мы его используем для того, чтобы пассивно повысить весь урон нашего отряда. Следующий талант — Громовые удары, которые увеличивают урон от спецприема номер 2. В нашем случае данный талант не играет большой роли, и поэтому он является также проходным, и мы его прокачиваем на 1 единицу. Следующий талант — Искусство Цунами. Также является проходным талантом, и мы его прокачиваем на 1 единицу. В данном тире талантов этот талант является самым оптимально эффективным при прокачке на 1 единицу. Следующий талант — Техника метки смерти, который является основным и ключевым к талантам, на который будет базироваться наша стратегия для прохождения 180-й битвы. Благодаря этому таланту мы будем накладывать на противника метку смерти и не позволять воскрешаться или воскрешать противнику своих союзников, что поможет нам быть более эффективными и потратить гораздо меньше попыток. А теперь рассмотрим таланты в ветке защита. Первый талант, который нам необходимо прокачать для того, чтобы быть максимально эффективным в данном бою — Стойка Сокола, которая повышает шанс на сопротивление всем отрицательным эффектам на 20%. А как вы знаете, в данной битве отрицательные эффекты, такие как ослепление, на нас будут накладываться очень часто. Следующий талант, который поможет нам быть более эффективными — Пугающее присутствие, которое сокращает на 20% шанс на неблокируемую атаку для противника.
В данной битве у противников есть блокбрейкер, который имеет 45% шанс. При прокачке данного таланта мы уменьшаем значение на неблокируемую атаку до 25% для противника и очень повышают шансы на наше выживание. Следующий талант — власть Шакана. В данном случае он также у нас является проходным, но при этом максимально эффективным. При прокачке на 1 единицу мы получаем дополнительно на 12% уменьшение урона от спецприемов, если мы их блокируем. Следующий талант, который поможет нам быть более эффективными, это талант технология, который уменьшает эффект истощения при использовании спецприемов противника по нашим персонажам и сохраняет нам гораздо больше энергии. Как вы знаете, в команде ударной группы есть пассивная способность Скорпиона, который дает всем членам ударной группы пассивную способность, при которой каждый раз, когда они входят в бой, они истощают противника. А также Джонни Кейдж из ударной группы на первом спецприеме имеет эффект истощения, который очень быстро будет накапливать энергию и очень часто использовать первый спецприем. Следующий талант — Школа Красного Дракона, который также повысит эффективность наших персонажей. Данный талант повышает сопротивление оглушению и эффекту истощения силы. И при прокачке Стойка Сокола и Школы Красного Дракона мы получаем не 20% сопротивления оглушению, а 40%. А также мы получаем 40% шанс не получить эффект истощения для наших персонажей и сделать его иммунным. Сражаясь против команды ударной группы, мы очень часто будем получать эффект истощения и эффект оглушения от первого спецприема Скорпиона ударной группы. Прокачав данный талант, мы значительно повысим нашу эффективность. Следующий талант — Дух Мести, который имеет 20% вероятность нанести 20% урона после того, как наш персонаж будет окончательно побежден. В нашем случае, имея слабых персонажей в команде, данный талант является очень эффективным. В нашем случае данный талант, имея урон в процентном соотношении по противнику, является очень эффективным, так как наши персонажи сами по себе наносят слишком мало урона. А теперь мы перейдем в ветку поддержка и прокачаем оставшиеся таланты нашего билда. Заключительный талант, который максимально повысит эффективность набора энергии у наших персонажей — Стойка Всадника. Данный талант достаточно прокачать на 1 единицу, так как если вы прокачаете до максимального значения, ту прибавку в процентном соотношении, которую вы получите, будет незначительной, но при этом потратите 4 дополнительных таланта, которые можно вложить более эффективно для прокачки. Рассмотрев все таланты, которые необходимы для данной битвы, давайте перейдем к нашей команде и снаряжению. В 180-й битве я использовал ту же команду, что и в битве 200. Кейси Кейдж спецагент, Эрмак классический и классический Смоук. Почему мой выбор выпал именно на этих персонажей? Я вам расскажу общую концепцию, исходя из которой я подходил к данной битве. Мне необходимы были персонажи, у которых есть максимальное сопротивление отрицательным эффектам, персонажи, которые могут накладывать эффект ловушка, а также могут накладывать эффект увечья. У данных персонажей есть все эти необходимые атрибуты, а также есть родное снаряжение у Кейси Кейдж, которое дает 50% сопротивления всем отрицательным эффектам. Также она накладывает эффект увечья на противника. Классический Смоук нам дает сопротивление для всех классических персонажей в отряде, 20% сопротивления всем отрицательным эффектам. Также у него родное снаряжение дает 50% сопротивления всем отрицательным эффектам. На спецприеме номер 2 он накладывает ловушку. Эрмак классический также имеет на втором спецприеме эффект ловушка. Спецприем номер 2 у Эрмака классического имеет блокбрейкер. Также он получает 20% бонус от классического Смоука на сопротивление всем отрицательным эффектам. Также на Эрмаке классическом есть маска элементаля, которая повышает сопротивление всем отрицательным эффектам на 30%. И суммарно данный персонаж получает 70%
сопротивление всем отрицательным эффектам. У всех персонажей в команде есть снаряжение на блок-брейкер, чтобы они могли пробивать блок противника. У всех персонажей в команде есть экономия на второй спецприем, для того, чтобы расходовать на 50% меньше энергии. И каждый раз при входе в бой, чтобы у них как минимум была одна шкала энергии. И руководствуясь этими критериями, я выбрал именно этих персонажей, которые в моем случае максимально эффективны на слабом аккаунте. Ну а теперь давайте перейдем к тактической части. Итак, главная концепция тактики заключается в следующем. Вам необходимо выбрать основную цель и ни в коем случае не пытаться гоняться за Скорпионом из ударной группы, так как у этого персонажа есть снаряжение шляпа Дзенсей, которое помогает один раз за битву избегать смерти. И каждый раз, когда вы будете пытаться его добить, он будет от вас убегать. И на это вы будете тратить очень много времени и попыток. И поэтому в качестве первой цели я бы вам посоветовал выбрать Джонни Кейдж ударная группа. Вам необходимо накладывать на Джонни Кейджа ловушку, а также накладывать эффект увечья с помощью Кейси Кейдж спецагент. И после использования спецприема меняться между своими персонажами. Если у вас слабо прокачанные персонажи, как в моем случае, вам необходимо будет держаться 30 секунд, а потом после 30 секунд накладывать эффект ловушка на Джонни Кейдж. И пока она не спала, максимально быстро пожертвовать своих персонажей, так как пассивные способности Эрмака классического работают только первые 30 секунд боя. Если у вас слабый аккаунт и слабые персонажи, эффективность ваших персонажей будет очень низкая, и вы только будете тянуть время. Для того, чтобы было это максимально эффективно и быстро, жертвуя своими персонажами, у вас будет 20% шанс нанести 20% урона от таланта Дух Мести, который нанесет ощутимый урон в процентном соотношении по боссу. Если у вас персонажи 10-го слияния, в этом случае сражайтесь до конца таймера и наносите максимальный урон до того момента, пока на таймере не останется 10 секунд. В этом случае вы также быстро жертвуете своими персонажами и наносите огромный урон в процентном соотношении персонажу противника. После того, как запас здоровья Джонни Кейдж ударная группа снизится до 15 или 10%, вам необходимо накладывать эффект ловушка, накладывать эффект метки смерти и добивать Джонни Кейджа. В этом случае Скорпион из ударной группы не сможет спасти Джонни Кейджа, и вы спокойно добьете его и перейдете к следующему боссу. Таким способом вы поэтапно сможете победить всех боссов одним за другим. И в конце, даже если останется Скорпион из ударной группы, то ему не поможет бонус от снаряжения шляпа Дзенсей, которая спасает один раз за бой от смерти, так как он останется последним персонажем в команде и ему некуда будет убежать. Это максимально простая и максимально эффективная тактика для данной битвы. В качестве заключительного совета я бы вам хотел посоветовать следующее. Если вы сражаетесь против Скорпиона из ударной группы и вы не смогли истощить его, либо накладывать эффект увечья, и Скорпион из ударной группы использовал второй спецприем и начал лечиться. Вам необходимо максимально быстро пожертвовать ваших персонажей, и Скорпион из ударной группы отличил себе минимальное количество здоровья, так как если вы нажмете выход из боя, здоровье боссов восстановится до значения, каким оно было на начало боя, и использовать подобный способ, который работал в башне Эдении, уже не получится.
Friendship. Scorpion wins. Flawless victory. Ну что ж, друзья, вот таким простым была битва 180, которая казалась на первый взгляд очень непростой. Ну а я приготовил для вас серию челленджей с предательницей Таней, где я прошел башню Земного Царства обычного уровня сложности за Таню-предательницу 9-го слияния, не используя снаряжение на урон из башни Земного Царства. Ну а также приготовил вам брутальное прохождение всех боссов обычного уровня сложности. Ну а я желаю всем удачи в прохождении башни. Ну и как всегда по традиции, посмотрел ролик, оставь комментарий. Понравился ролик? Поставь лайк. Очень понравился? Подпишись. А также подпишись на мой второй YouTube канал, где я провожу стримы на разные игры. Ну и не забывай про моих друзей. Ссылка в описании.